Мы наблюдаем за Европой. Жарко, безветренно, проблемы. Будет прохладнее, вернется ветер, будет полегче. Пока не урожай, так скажем. Дунай – одна из самых протяженных рек в Европе и один из самых больших каскад гидроэлектростанций. Германия. Здесь он достаточно равнинный, большого такого напора нет. Русловые ГЭС. Австрия – 9 русловых ГЭС. Если говорить про баланс Австрии, то это 25% того, что там есть. Средний Дунай. Словакия, крупнейшая ГЭС Среднего Дуная, построена в рамках чехословацко-венгерского проекта в советские времена. Во времена существования Совета экономической взаимопомощи, я бы так сказал. Венгрия. Здесь ГЭС нет, собственно говоря, поэтому такая зависимость от атомной электростанции ПАКШ. И для Венгрии, на мой взгляд, может быть, ошибаюсь, ситуация самая тревожная. Венгрия энергодефицитна, если смотреть балансы последних лет 5, то импорт – это 20-25% внутреннего спроса, при этом выработка электроэнергии на атомной электростанции ПАКШ – это 50% возможностей государства. То есть 20% зависимости уже была, и сейчас еще 50% пропало. То есть Венгрия сейчас критически зависит от соседей, как они сработают. Ну и Нижний Дунай на границе Румынии и бывшей Югославии, ныне Сербии, крупнейшие ГЭС на Дунае. Железные ворота 1 и Железные ворота 2. Железные ворота 1 выше по течению, крупная электростанция. 2500 мегаватт, грубо говоря, 1200, нет, чуть меньше. Там разделено на две части. Румынская часть 1166 мегаватт, сербская 1200, грубо говоря, 2400. И ниже по течению контррегулятор Железные ворота 2, еще 600 мегаватт. Вот они сейчас работают на 30% мощности. По остальным ГЭС, опять же, очень трудно отслеживать. Гидроэлектростанции, они же все-таки больше для регулировки. Выше спрос сбрасываем больше воды, ниже спрос накапливаем воду и так далее. На всякий случай напоминаю, что практика обращения с гидроэлектростанциями, как ни странно, во всем мире стандартная. Водохранилище – это государственный объект, обращение с водой – государственная комиссия, а не компания, владеющая, управляющая гидроэлектростанцией. Гидроэлектростанция – это гидроагрегаты. Точка. С кого начинают? Начинают с тех, кто отвечает за водоснабжение всех населенных пунктов и промышленности на берегах водохранилищ. У них главный голос. Дальше дело в тех случаях, где есть ирригационные поливы, аграрии вступают, хватит нам воды на полив или не хватит. В зависимости от этого, говорят, можно сбрасывать воду или надо накапливать. Дальше идут те, кто связан с водным транспортом. Нам грузы везти, дайте нам воду или не дайте нам воду. Или если воды так мало, мы вообще перестанем что-либо возить. Если кто-то сейчас услышал слово «рейн», то я его не произносил. Отдельная история. Дальше идет те, кто отвечает за рыбное хозяйство. И где-то в самом конце списка появляются энергетики со словами «ну, дайте нам заработать хоть каких-нибудь денег». Общая мощность, установленная гидроэлектростанции на Дунае, 5,5 гигаватт. Сейчас сколько из них работают? Сербия точно дала, что из того, что у них есть на Железных воротах 1, 1700 вниз из 2400. То есть вот эти потери генерации только на одной гидроэлектростанции равны всему тому, что мы тут достаточно долго перечисляли по атомным электростанциям. Потому что я думаю, что и Железные ворота 2 тоже работают на пониженной мощности. Если нет сброса с верхнего водохранилища, откуда же ему взяться во втором? Так что вот такая ситуация. Выручает сейчас, собственно говоря, только тепловая генерация. То есть газовые электростанции и угольные электростанции в тех случаях, если они вообще есть. Некоторые страны в зеленой повестке продвинулись так хорошо, что им сейчас плохо.
Но у них тоже возникают вопросы, ровно такие же. Как вы охлаждаете свои турбины? Если стоят градирни, один вопрос. Если градирни не стоят, второй вопрос. Если вы запитываетесь углем, не надо ли вам для того, чтобы уголь прибыл на склады электростанции, использовать реку Дунай? Так что мне кажется, что многим предстоит задуматься, многим предстоит принимать какие-то решения, по крайней мере, дополнительные исследования, что будет, если вот такое лето еще разок повторится, точно возникнут. Это я сейчас намекнул на государственных регуляторов атомной отрасли, атомной энергетики в Венгрии и в Румынии. Дело в том, что проекты ПАКШ-2 и проекты еще двух блоков на Черновода, 3-го и 4-го, не предусматривают строительство градирин. Вины со стороны проектировщиков я здесь не вижу никакой, потому что их дело подать проект, а дело государственного регулятора либо с ним согласиться, либо сделать замечание. Вот, в случае с Румынией мне немножечко совсем уже тревожно, потому что там сейчас формируются финансовые решения. Разработана была оценка воздействия на окружающую среду, прошли общественные слушания, никто не возмущался отсутствием градирин. И больше того, свою подпись госрегулятор под этим тоже поставил. Так что, если ситуация повторится, когда будут работать новые блоки, атомная электростанция может перейти в режим работы хорошего маяка. То потухнет, то погаснет. Думать нужно, думать есть о чем, потому что в самой Венгрии, может быть, кому-то плохо известно, но я думаю, что с каждым днем будет все более известно, работает компания МВМ «Эги». МВМ «Эги» – это компания, которая с 1954 года разработала собственную технологию изобретения венгерских специалистов сухих градирин. Звучит красиво. Тех, кто имеет автомобиль, могут посмотреть, как это выглядит. Эта штука называется радиатор. Суть изобретения, до предела простая, но очень изящная с инженерной точки зрения. Пар прошел турбину, идет в конденсатор, превращается в воду, и по целой системе таких, в обычных случаях, плоских, ребристых, вот как радиатор выглядит, ровно то же самое, только большое. Воздушное охлаждение. В результате дополнительной воды не требуется, она не испаряется. Да, это дорого, потому что воду надо заставить циркулировать. И еще очень многое, конечно, зависит от температуры воздуха. Но, тем не менее, это не просто железяки, они работают великолепно. Самая дальняя атомная электростанция от Венгрии, где это использовано, называется Билибинская атомная электростанция. Причины понятны. Если там поставить обычные градирни, то в зимнее время, надеюсь, договаривать не надо, там не то, что... в общем, понятно. Поставили, работает великолепно, справляется с морозами. Понятно, что образование льда требует дополнительных каких-то изощрений, но, тем не менее, они это сделали. Система работает. Больше того, если говорить о нашем ближайшем окружении, в очередной раз низкий поклон Узбекистану, соглашение с МВМ «Эги», меморандум уже подписан. Причина понятна. В Узбекистане тепло, вода – стратегический ресурс, расходовать, разумеется, желания нет. И если вспомнить господина Токаева, то он, по-моему, каждый год говорит об одном и том же, что с водой будут проблемы, с водой беда. Но у нас в минувшей неделе в Ташкенте прошли переговоры о локализации производства оборудования компании МВМ «Эги». На мой взгляд, это такой вот, если какую-нибудь премию имени Нострадамуса учреждать, то Узатом должен получить ее самым первым. Потому что на самом деле система от МВМ «Эги», им все равно, откуда идет вода, которую надо охлаждать, газовая электростанция, угольная, да хоть какая, хоть солому вы там жгите, все равно вам воду надо будет охлаждать. Но с учетом происходящего в Центральной Азии, такие системы, судя по происходящему, будет очень большой спрос.
Я думаю, что многие в Европе должны вспомнить о том, что такое компания ВМ «Эги», и аккуратненько поворачивать голову в их сторону и начинать чесать в затылке. Они пора ли. Да, удовольствие дорогое, да, модернизация, но, на мой взгляд, вопрос стоит не о том, сколько стоит поставить систему сухого охлаждения. Вопрос надо ставить по-другому. Сколько стоит ее не поставить. Вот в Румынии, в Чехии сейчас это выясняют наглядно. Сколько стоит не поставить систему охлаждения от компании ВМ «Эги». Да, ну, они уникальны, да, у них... Такую рекламу им задвинул, но правильно ли я понимаю, давай немножко, так сказать, расширим тему с Узбекистаном. Я правильно понимаю, что фактически будет собственное производство на территории Узбекистана вот этих компонентов для сухих градирин? Процесс идет. Как они между собой договорятся, с какой скоростью они найдут финансирование. На мой взгляд, вот энергетический кризис в Европе – это не когда компания ВМ и ЭГИ ищет новые заказы, а когда все европейские страны вместе с Еврокомиссией вталкивают в компанию МВМ деньги с криками «Строй новые заводы, мы не успеваем». Я надеюсь, что в Узбекистане вот это производство появится, потому что интерес есть уже и со стороны Казахстана. Причины тоже понятны. С водой проблемы. Если можно воду не расходовать, один раз залить в систему и гонять ее по кругу, это правильное решение. Если вот так вольно себя чувствовать, как некоторые атомные электростанции на Дунае, прямое водоохлаждение, будут проблемы. Климат это продемонстрировал. И реклама МВМ «Эги» занимаюсь не я, а климат. Такую серьезную опору оказывает. Действительно, проблема повсеместная. Если вспомнить, что сейчас на Рейне происходит, там самый мелкий перекат, глубина воды 16 сантиметров. То есть Рейн встал. То есть по щиколотку. Это значит, что... Ну, где-то так. То есть пятки намочить можно, дальше не пойдет. Но средняя баржа на Дунае – это 3000 тонн. Ну, и что теперь делать? Можно не дозагружать, но не тогда, когда у тебя 10 сантиметров воды. А это значит, что возникают проблемы у нефтеперерабатывающих заводов. Мы только что вот касались нефтяного кризиса. Если у тебя нет возможности доставить сырье, то возникают вопросы. А как, собственно говоря, работать? Ну вот давай тогда и вспомним о том, что мы с тобой говорили как раз-таки о поставках на румынские нефтеперерабатывающие заводы, в той же Констанции и так далее, и баржи шли с КТК, с Каспийского трубопроводного консорциума. А вот что сейчас получается с загрузкой нефтеперерабатывающих заводов в Румынии? Я напомню о том, что практически это еще и в нефтебезопасность Молдовы, да, куда идут поставки с нефтепереработки румынской. И что в итоге с КТК, с отгрузкой на КТК и, соответственно, с добычей на казахстанских месторождениях? Давай действительно вспомним про Молдавию, а то мы ее как-то обошли. Статистика прошлого года, когда Молдавия сумела избавиться от тлетворного влияния молдавской ГРЭС, в нелегкой борьбе им удалось избавиться от тоталитарного электричества. 60% энергообеспечения Молдавии – это поставки из Румынии. Вот. Так что политикам огромный привет, вы молодцы. Сейчас пошли ограничения для крупных производств. Правительство просит в вечернее время населения не включать лампочки и так далее, и так далее. То есть там ситуация достаточно критическая. Если южноукраинская атомная электростанция будет иметь возможность поставки осуществлять, значит, повезло. Но главное, что авторитарный российский газ не горит в топках тоталитарной молдавской ГРЭС. Так что здесь они молодцы. А теперь речные порты Румынии на Дунае. Галас крупнейший. Очень хорошие глубины, он практически морской порт. Ну, соответственно, дальше опять привет киевскому режиму. Здесь нефтеналивные мощности, здесь железнодорожный узел и связь с украинской молдавской колеей, то есть переход с европейской колеи на российскую, российско-имперскую, если уж угодно, 15-20 знаменитая.
Вот проблемка, наверное, совершенно очевидна. Вопрос, как принять нефть, если у тебя обменял Дунай. Калыш и Черноводы – это региональные грузовые узлы. У Черновода связано, естественно, с каналом Дунай-Черное море. Джурджу, такой порт, он важен для речной торговли с Болгарией, с другими странами Центральной Европы. Брейла, второй по значению грузовой порт Нижнего Дуная, работает с нефтепродуктами. Не с нефтью, а с нефтепродуктами. Ну и плюс зерно, металлы и так называемые генеральные грузы, которые просто насыпаются. Но проблема у всех речных портов. Не принять, не отправить. Но углубительные работы вот в данном случае не помогают совершенно. Копай ты это русло, не копай, но если нет воды, ее нет. Куда бы ты ни ушел. И дополнительная проблема, конечно, у румынского нефтеперерабатывающего завода, который последние лет 15-20 сидел, использовал нефть CPS Blend. Здесь тоже проблемы есть. Мощность снижена на 30%, и есть тенденция, что она будет снижаться и дальше. Понятно, что заводские резервуары есть, они сейчас выручают. Так же, как Румынию выручают газовые электростанции, благодаря тому, что у нее есть собственная ПХГ, причем для Центральной Европы крупные, почти 3 миллиарда кубометров. У них было, они жгут. Как они будут действовать дальше, сказать сложно. СПГ сейчас в мире много. Если кто не верит, может поинтересоваться у Урсулы фон дер Ляйен. Она всем расскажет. Для румынских нефтеперерабатывающих заводов ответ Урсулы уже был дан. Всегда можно купить подходящий по химическому составу сорт ближневосточной нефти. То есть с чувством юмора у девушки тоже все в полном порядке. Купите сейчас подходящую ближневосточную нефть. Вот. КТК работает, я не знаю, как это назвать, военный режим. Есть возможность отгружать, отгружаем. Нет возможности, поскольку беспилотная опасность, не отгружаем. Как себя чувствует при этом Казахстан, тоже понятно. Есть емкости резервуара в Новороссийском порту. Да, в них можно заливать, не снижая объемы добычи, но в том случае, если резервуары заполнены до упора под горлышко, какие еще варианты? Только снижать объемы добычи, а потом мучительно восстанавливать. Напоминаю, что нефтяные скважины не любят работать в таком режиме, когда вот сейчас можно, 3 часа нельзя, и так далее. Очень сложно, идут существенные потери для бюджета уже по причине снижения объемов. И теперь пошло снижение стоимости. Если в обычных случаях CPS Blend был выше Брента на 3-4 доллара, то сейчас настолько же ниже. Пункт первый. Резко выросла стоимость фрахта. Причина понятна. Компании, владеющие танкерами, понимают риски и за риск предлагают платить. Сами страховые компании считают, что страховой полис должен учитывать военные риски, поэтому должен быть выше. И третий момент. Далеко не все компании-судовладельцы желают попасть в акваторию Черного моря. То есть одновременно 3 проблемы. Потерять порядка 8 долларов на барреле, тоже дополнительно никакой радости не доставляет. При этом ситуация крайне двоякая. Если мы говорим, допустим, о крупнейшем месторождении, это Тенгиз Chevron Oil, название компании-оператора, да, она написала жалобу в Госдепартамент о том, что надо привести в чувство киевскую свору, я имею в виду охотничьих собак. И не более того. Я сначала не понял, почему, потом посмотрел отчет за первые полгода. Американские компании полугодовые отчеты в обязательном порядке предоставляют. По показателю год к году рост прибыли в 2,2 раза. Есть еще компания Exxon. Тоже отчиталась за полгода. По показателю год к году рост прибыли в 4 раза. Эти компании добывают нефть по всему миру, в том числе и на территории США, и есть различные африканские проекты, и в Южной Америке добывают, где они только не добывают. Армуз, рост цен.
Прекрасно, говорят американские компании, зарабатывают деньги. Проблема с отгрузкой на КТК, ну и хорошо, цена выше будет.